Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаю, вы давно этого ждали. Целых 12 выпусков внимательно следили за ходом работы, как из мелких лоскутков и обрезков ткани рождались лоскутные блоки с самыми разными прекрасными узорами. Весь путь создания этой красоты вы можете посмотреть в плейлисте «Треугольные фантазии». А сейчас на экране небольшая подсказка, как очень легко и быстро можно нашить сразу много заготовок. Можете поставить на паузу и их перерисовать. Как вы видите, все блоки уже готовые, простеганные. В принципе, каждый из них хорош по-своему и может стать самостоятельной вещью. Но мы сошьем сэмплер, то есть такое тренировочное одеяло-панно, в котором собраны примеры разных блоков. Соединять все готовые блоки будем моим любимым способом – через бейки. Для обратной стороны одеяла возьмем бейку шириной 3 см, а для лицевой – синюю бейку шириной 5 см. Все блоки надо тщательно промерить и подровнять. У меня заготовки получились 50 на 50 сантиметров. Объясняю принцип работы. Широкую бейку сложим вдоль пополам. Ее будем пришивать к лицевой стороне блока. С обратной стороны будет узкая бейка. Шить будем сразу все ткани одним швом, а потом к нижней бейке присоединим второй блок. Разложим все блоки в нужном нам порядке. Тут уже все на ваш вкус. Сразу же определим порядок работы. Раскладка у нас 3 на 4 блока. Вы же знаете, что я при шитье стараюсь все делать быстро, просто и аккуратно. Поэтому сначала соединим все блоки вертикально из первой и второй колонки. Потом будем присоединять следующие. А уже после этого сделаем горизонтальные соединения. При работе за швейной машинкой все блоки из первой колонки положим стопочкой поближе к себе и приступим к работе. С лицевой стороны сложенная вдвое синяя бейка, с обратной стороны бейка узкая. Прошиваем все вместе одним швом. Ничего сложного в этом нет. Главное не торопиться и не растягивать ткани. Шов должен быть крепкий, мелкий. Закрепки делаем обязательно. Дошили до конца одного блока, тут же представляем следующий. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Следующий шаг работы по соединению блоков. Нижнюю узкую бейку разворачиваем, к ней приставляем лоскутный блок из второй колонки. Расправляем ткани и прокладываем строчку. Длина нижней бейки 3 см. По 7 мм ее уйдут в шов, то есть остается ширина 1,5 см. Таким образом присоединяем все блоки из колонки. Когда присоединили эти блоки, детали разворачиваем. Смотрите, все припуски на швы лежат ровненько рядом друг с другом. Никаких утолщений нет. Остается только поправить верхнюю двойную бейку и пришить ее на швейной машинке. Удобство этого метода в том, что мы соединяем полотно последовательно, и основная тяжелая масса будет располагаться слева от швейной машинки, а в рукаве будет только небольшой узкий кусочек. Чтобы он не мешался, его легко скрутить в трубочку. И еще, чтобы отделочные строчки не были заметны,
Верхняя нить темно-синего цвета, а нижняя светло-серая, нейтральная. Поэтому получается очень красивое, аккуратное, незаметное соединение. Смотрите, все блоки держатся между собой на этих вертикальных бейках. И надо только сделать горизонтальные соединения. Конечно, есть небольшие загвоздки и хитрости. Начинаем так же, как и обычно. Двойная бейка у нас с лицевой стороны, с обратной узкая. Шьем аккуратно. Второй блок, чтобы он не мешал, скручиваем трубочкой и протягиваем в рукав швейной машинки. Может быть, это кому-то покажется не очень удобным, но рекомендую его не отрезать. Смотрите, вот мы дошли до перекрестка, места, где стыкуются 4 блока, и спокойно его прошиваем. Нашим бейкам ничего не мешает, ведь мы шьем только с одной стороны. Теперь приступим ко второму соединению. К узкой бейке пришиваем вторую часть. Начинаем, как обычно, доходим до середины блока. Чтобы полностью развернуть заготовки и прошить бейки, нам мешает соединение тканей на перекрестке. Но мы его спокойно разрежем, поправим ткани и продолжим работать. А чтобы швы далеко не убежали, будем их немного придерживать. Вот и вся хитрость. Так же поступим и со всеми другими соединениями. Вообще, очень люблю этот способ работы. Блоки разворачиваем, двойную бейку расправляем и прокладываем строчку. Все получается просто и быстро. Знаю, что в изготовлении лоскутных изделий многих пугает очень тяжелая стежка большого лоскутного полотна, которую сложно сделать на бытовых швейных машинках. А с этим методом работы все получается гораздо легче и быстрее. И, наконец, приступаем к окантовке. Выкроила прямую полоску ткани шириной 5 сантиметров. Край этой бейки подворачиваем, прикладываем к лицевой стороне изделия и начинаем шить на ширину лапки. Не дошивая примерно 7 мм до угла, опускаем иголку, разворачиваем полотно под углом 45 градусов и делаем примерно 2-3 стежка в угол. Потом возвращаемся обратно. Полотно разворачиваем прямо, край бейки приподнимаем, оттягиваем его наверх под углом 90 градусов и продолжаем работу. Так проходим все углы. Когда будем подшивать свободный край, шьем также по лицевой стороне. Шов прокладываем в шов уже прошитой бейки. Потом он закроется наплывающей тканью. И все будет очень красиво и аккуратно. С обратной стороны шов будет проходить по бейке. Красивый угол сформируется автоматически. Этот способ пришивания бейки описан в советских учебниках по шитью. Так мы шили в школе на уроках труда. Недавно в комментариях меня убеждали, что я это делаю неправильно. Вот как меня учили, так и делаю. А вы у себя делайте, как хотите. И вообще, я, наверное, счастливый человек. На моем канале женщины спорят о рукоделии. Слава Богу. Вот такое прекрасное лоскутное одеяло у меня получилось. Размер 1,5 на 2 метра. Настоящий сэмплер, как и задумано. С каждым кусочком ткани, с каждым лоскутком связаны какие-то воспоминания и истории. Да и пошив каждого блока остался в памяти. Зигзаги
Мне помогали собирать маленькие дети, мои племянники. Под диагональные полоски сочинилась целая былина. Блок с сердечком шила на 14 февраля. У каждого блока свое настроение. Можно сказать, что это кусочек моей жизни. Зима 2021-2022 годов отражен в этом лоскутном одеяле. Во всех блоках на обратную сторону я ставила одинаковую ткань, но при желании вы можете с обратной стороны сделать тоже какой-нибудь интересный узор. Я дала вам идею, а воплощение уже будет зависеть от вас. Одеялко получилось очень аккуратное. Его легко сложить для хранения. Всем желаю удачи в творчестве, всего самого наилучшего в жизни. Конечно, приглашаю всех в мои группы ВКонтакте, в Одноклассниках, Яндекс.Дзен и на Пульс.Смайл. Приходите, там вы можете выложить фотографии своих работ. Все ссылки есть в описании под видео. Всем очень рада. Пишите комментарии, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!